Здравствуйте, мои любимые подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Меня зовут Ирина, я таролог, магистр психологии, просто женщина, просто человек. На моем канале, как всегда, вы слышите искренние добрые слова поддержки. Поэтому добро пожаловать. Тема сегодняшнего расклада. Кукла Вуду. Кто пытается сломать твою волю через шепот и сплетни за твоей спиной? Посмотрим, кто же этот нехороший человек. А может, группа лиц. Вы когда-нибудь чувствовали, что кто-то буквально вытягивает из вас силы, даже не прикасаясь? Будто ваши мысли становятся чужими, а ваша решимость растворяется в воздухе. Это не совпадение, это невидимая рука, которая держит в руках вашу куклу Вуду. Это не игрушка, это ваш образ в чужом сознании, куда втыкаются иглы зависти, злобы и сплетен. Есть человек, чье желание сломать вас настолько сильно, что он обретает физическую форму. Он не борется с вами открыто, он пытается разрушить вас изнутри, через шепот, который звучит в чужих ушках, но бьет прямо в ваше сердце. Сегодня мы узнаем, кто же этот кукловод, и как вы сможете перерезать эти невидимые нити. Пора вернуть себе свою волю. Для начала, девочки, делаю вашу сигнификацию. Итак, какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Как будто бы уже длительное время пытаетесь улучшить свое... Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Улучшить свое состояние, может быть, переломать вот, как-то ход истории какой-то, вот, сопротивляетесь, может быть, думаете, уже все предрешено, может быть, у кого-то какие-то как это родовые программки, повторяете, может быть, судьбу, может быть, там мамы, сестер даже, тут вот что-то такое есть, вот как будто бы как предрешенность какая-то. Вот знаете, уже как в какую-то колею вошли и живете в каком-то ритме, но при этом есть стопроцентное желание изменить это все. Понимаете, что так не хотите. Не хотите вот в таком каком-то ритме проживать это все. Не хотите. Вот переход на новый уровень. Мечтаете об этом. Может быть, даже прикладываете усилия. Знаете, что можете по-другому. Но тут мне показано этот переход на новый уровень, он все не случается, не случается. Тут как вам свинью подкладывают. Вот, может быть, планируете, уже знаете, что нужно сделать, правда. Но тут по карте Луна, это туман, неопределенность. Может быть, постоянно какой-то форс-мажор. Можете ставить, как вам сказать, делать ставки не на тех людей, выбор свой, может быть, опять-таки, может быть, не скажу неправильный, это ваш путь, для чего-то вот так вот у вас это все совершается, может это правда не то, что не совсем ваше, может вы идете к своему вот таким тернистым путем. Ну тут видите, эта карта вообще подарочек, ну подарочек такой своеобразный, вы надеялись на одно, вам как свинью подложили. Это может касаться, допустим, да, вы ошибаетесь в людях, вы видите их одних, делаете опять-таки ставку на взаимоотношения с ними, надеетесь на то, что они там будут с вами вот так взаимодействовать, они к вам поворачиваются, мягко говоря, спиной. Или, ну, разочаровывают вас. У кого-то это выбор профессии, да, может быть работа, смена работы, опять-таки, может быть, там пытаетесь поменять место работы, надеетесь, что улучшите, а тут со временем получается, вообще это не то, на что вы там надеялись. Или, опять-таки, ну, как будто бы тут женщина пытается изменить свою жизнь, но при этом эти попытки, они, может, из-за того, что вы недостаточно там информации набрали, может быть, не всегда вы знаете людей, да, может быть, вы иногда наивны, иногда доверчивы. У кого-то это элементарно, просто недостаток информации. Вот вы совершаете какой-то шаг,
А если бы вы владели полной картинкой, да, полной там этой информацией, то вы, может быть, его не сделали или сделали бы другой шаг. Вот это туман, какие-то недоговоренности, тайны. Вот тут такое. Так, у кого-то это уже длительный период разочарований в семейной жизни, во взаимоотношениях с партнером. И причем тут и конца и края нет. Я к тому, что вы не готовы совсем, может быть, разрушить эти взаимоотношения в семье, но при этом какой-то радости, которая была в прошлом, да, мне вот так идет, может быть, поддержки такой вот, вам не хватает. Мгм. Ну, от близких, может быть, именно от вашего избранника, от мужа вашего, ну, супруга. Тут мне кажется, вот тут как-то вам бы хотелось больше поддержки, внимания, заботы. Вот этого не хватает. Раньше, может быть, это все и было. А сейчас как будто, не буду говорить, что оно совсем испарилось. Надеюсь, временно, как будто бы, может быть, у каждого свое видение, свои претензии, опять-таки, да, каждый больше на себе зациклен, неважно. Вернее, это важно, но не об этом речь сейчас. Так. У кого-то вы считаете, что ваш там избранник, с кем вы то ли пытаетесь выстроить отношения, либо уже вы в семье у кого-то это довольно-таки эгоистичен, перетягивает одеяло на себя, токсичен, как минимум раздражает он вас. Вот как-то так. Мне это так показали. Так, сейчас я еще уточню, о чем это. Спрашиваю, это ваш избранник? Да, это какой-то мужчина, вот этот карта Павлин. Перышки распускает. Акцент на себя. Себя любимого не обидит. Ну и рядом карта токсичность. Это в принципе не могут быть здоровыми отношения. Скажем так, вы можете рядом с ним задыхаться, с этим человеком, чувствовать себя несвободной, как будто бы ну, он себя ставит на пьедестал, да, априори вы можете его потребности, желания не закрываются, а вы говорите, а где я во всем этом? Если первое время вполне возможно вы чувствовали, тут карта друзья, и как дети смеются, то есть вы искренне как-то с ним, может быть, пытались выстроить взаимоотношения, и вы были в этом счастливы, то сейчас вот такое какое-то, не то что там послевкусие, а уже как будто бы все настолько изменилось, ну, токсично, ядовитый, мягко говоря, у кого-то это мужчина, ну, прям у меня такое ощущение, как вы задыхаетесь вы рядом с ним. Секс, что, здорово, и что, ощущение. У кого-то, знаете, ну, так как есть, так я говорю, у кого-то это любовная связь, карта Эра, сексуально, вы можете быть очень совместимы, влечение тут сексуальное, причем, может, надеялись, что дальше дорога, вместе тут будете идти по этой дороге. У кого-то прям мне так идет, будто бы секс это то немногое, что вас сейчас может связывать, или то немногое, что радует, или то немногое, что еще не настолько отравлено. А в остальном человек может быть очень токсичным, каким-то придирчивым, ну, себя на первое, опять-таки, место ставить. Как будто бы хотелось много изменить в этих отношениях. У кого-то прям разорвать эти взаимоотношения. Ну, карта очищения, давайте я так это считаю. Вы понимаете, что отношениям нужна перезагрузка. А если продолжать эти отношения, то по-другому уже. Основной посыл какой-то, там карта шабаш у меня еще тут выскочила, это, скорее всего, вы не чувствуете себя, знаете, как хозяйкой собственной судьбы. Почему-то идет такое, как будто бы вы в тени рядом с этим человеком. Как будто не совсем свою жизнь проживаете. Хотя потенциал у вас есть, и желание есть. Ну вот так как-то мне идет. Желание изменить свою жизнь. Такая сигнификация ваша. Подпишись на канал и поставь лайк.
Итак, кукла Вуду, кто пытается сломать твою волю через шепот и сплетни за твоей спиной. Первое у нас. Собственно, кто этот человек? Этот кукловод, который желает тебе активно зла через сплетни, негатив. Следующее у нас. Что именно в тебе? Твоя сила, успех или твои какие-то отношения являются главной мишенью для его зависти. Следующее у нас. Каким методом он пытается нанести тебе вред? Конкретные сплетни, обесценивание, ложные слухи. Симптом. Как эта атака проявляется в твоей жизни? Может, необъяснимая усталость, проблемы, сомнения в себе. И щит. Твоя главная защита. Как обезвредить его действия и вернуть себе силу, девочки? Как? Кто этот человек, активно желающий тебе зла? Через сплетни, негатив. Что именно в тебе? Твоя сила, успех или отношения являются для него главной мишенью. Следующее. Каким методом он пытается нанести тебе вред? Сплетни, да, обесценивание, ложные слухи. Симптомы. Как эта атака проявляется в твоей жизни? Усталость, проблемы, сомнения в себе. И щит. Твоя главная защита. Как обезвредить его действия и вернуть себе силу. Начинаем. Первое у нас, собственно, этот наш кукловод ваш. На прямых смотрим. Кто этот человек, желающий активно тебе зла через сплетни и негатив? Бог ты мой, о чем это? Женщина сразу вышла у меня. Кто это? Вау! Мамочка родная. Это, кстати, мне вышло, друзья. Это ваша подруга. Прям. Женщина, ваша подруга. Тут у меня идет белая ворона, ребенок. Сейчас буду уточнять, о чем это. Завязанные глазки и усталость. Так, сейчас буду уточнять. Фу-фу-фу-фу. Сразу мне хотелось бы уточнить. Это ваша подруга, я поняла, женщина. А завязанные глаза, это у нее завязанные глаза? Карта род. Повод. Чем объяснить? Привязанность. Эта женщина как будто бы ваша подруга, она уже длительное время у нее такое состояние, она очень истощена, устала. Красивая женщина, привлекательная, но уставшая. Как будто бы, ну тут у кого-то элементарно, может она на нескольких работах, да, там упахиваться, извините, некрасиво, но правда. У кого-то это, ну, режим сна, отдыха не соблюдается. При этом почему-то мне показано род безденежья. Ну ладно, допустим, может быть там ради близких, родных род она пытается заработать денежку, чтобы опять-таки то ли близким помочь чем-то. Но глаза завязаны, и тут вот эта карта усталость, и карта ключик, и луна. Такое впечатление, как будто бы она свои ресурсы какие-то тратит, при этом она вкладывается в близких, но она как будто не замечает чего-то, не замечает, может быть, не видит за этой повязкой, как выйти из этого как замкнутого круга. Хотела бы, может быть, вот карта ключик, найти какие-то способы решения, может быть, дабы, знаете, эти деньги ей легче давались как-то, так как это уже сказывается на ее здоровье, на ее привлекательности, тут 100% как женской какой-то привлекательности.
Тут как-то так странно, знаете, она с одной стороны привязана к своим близким, карта род, с другой стороны, вот тут привязанность прям. От нее, может быть, кто-то зависит, ее близкие, родные. При этом такое ощущение, как бы я не вижу тут мужчины. Может быть, она сама на себе тащит, извините, какую-то как, ну вот эту вот обязанность материально заботиться, поддерживать. Вот тут так. Ей бы вполне возможно, этой женщине, даже если есть у нее мужчина, такое ощущение, как будто бы она его не воспринимает как мужчину, который даст ей материальную поддержку, заботу. Вот так вот. Скорее всего, она на себе это все как тащит. И это все вот тут карта Луна, и этот ключик, который, как будто бы она пытается выйти из этого положения, вырваться, а это все ну, не получается у нее. Она как по кругу по какому-то ходит. При этом какие-то у нее тут просветы есть, карта удача, но и тут же ложится сверху карта сглаз. Какие-то временно просветы появляются, но по факту все по кругу, ну как-то как будто бы она не совсем правильно подходит вот ну, в отношении себя в первую очередь. Она как себя загоняет в какой-то глухой угол, или как правильно сказать, как будто бы, может, вместо того, чтобы сменить род деятельности или свой потенциал как-то по-другому раскрыть, вот как-то так, может быть, вот приложить эти силы, интеллект свой в другой какой-то сфере, она бы, может быть, это дольше было, но она бы больше заработала по факту. И это, может быть, бы для нее, ну, не сказывалось так на ее, там, допустим, внешности, на ее здоровье. А вместо этого она как загоняет себя. Вот тут у меня прям так. И вот я не знаю, почему мне так пришла эта женщина. Так, ребенок, белая ворона. О чем это? Это она как ребенок? Нет. Это вы? Ух ты. Девочки, а тут это ваша характеристика. Она вас воспринимает где-то как ребенка, наивного, жизнерадостного. Вас, опять-таки, она воспринимает как белую ворону. Это ваша подруга. Но вот по факту сейчас этот человек к вам, ну, кукловоду, пытается сломать вашу волю через какие-то домыслы, сплетни, за вашей шепот за вашей спиной. Она вас считает нестандартной, белая ворона. А этим вы ее и привлекаете. Я вам хочу сказать, эта женщина очень хорошо вас знает. Знаете, даже тут от любви до ненависти один шаг, вот как бы это ни звучало, вполне возможно, ну, тут карта прям эмоций, к вам она какие-то, тут действительно, к вам какие-то она испытывала эмоции, тут, наверное, близкая дружба была, ну, если прям как, ну, не знаю, не хочу переводить на какой-то другой язык, но если был бы тут мужчина, я бы сказала, тут прям любовь была. Может быть, знаете, опять-таки, если вы стали более какой-то там самостоятельной, отстранились, каждый пошел своей дорогой, и она почувствовала то, что, знаете, вы в ней не нуждаетесь, или у вас свой путь как-то, знаете, ну, скажем так, опять-таки, как ваши дороги разошлись, тут может быть ревность. Тут может быть ревность, даже больно ей может быть от этого. Как-то разбитое сердце, и это вы 100% для нее как ребенок. Она считала себя всегда как умнее вас, практичней, прагматичней, ну, мудрее, наверное, да, умнее, мудрее, а вас как ребенка считала, где-то, может, ну, наивная, доверчивая, недостаточно умная, даже по сравнению с ней, может, недостаточно мудрая, может быть, бесшабашная, где-то так вот, как вот. При этом белая ворона, нестандартная очень. Другой такой, как вы, нет. В ее окружении вот чем-то вы выделяетесь очень сильно. Ну, при этом, вот не знаю, что-то тут такое, вот, как будто бы, ну, судя по этим картам, мне такое ощущение, как будто бы у нее сейчас очень тяжелый период, и она сейчас уже по-другому на вас как-то смотрит. Не знаю. Может быть, оценивает свои какие-то достижения и ваши, сравнивает.
тут что-то какие-то такие странные карты какие-то. Так. Давайте дальше. Ну, для меня, конечно, маленький шок. Это то, что вышла подруга ваша. Так, что именно в тебе? Твоя сила, успех или твои отношения являются главной мишенью для его зависти, для ее зависти, зависти этой женщины. Так, на прямых, да, мы смотрим. Вот так, вот, да, на прямых. Так, вечная невеста, не башня, врачение, самобичевание. Главная мишень для зависти. А знаете, тут первое, о чем мне приходит в голову, тут как-то так, вполне возможно, она всегда на вас смотрела, повторюсь опять-таки, вот дружили вы, да, но при этом, может быть, у нее получалось, она достигала своих целей, и она привыкла к тому, что она получает желаемое. А у вас длительное время, кстати, тут вечная невеста, может быть, вы не получали то, что хотели, да, при этом какое-то неустойчивое положение было. Тут, кстати, и во взаимоотношениях у вас вполне возможно были какие-то тут качели. И в принципе неустойчивое какое-то положение. Девочки, тут какой-то абсурд, знаете в чем? В том, что чему эта женщина завидует? Тому, что у вас наконец-то, по ее мнению, какие-то вы начали совершать поступки. У вас наконец-то более-менее как что-то устаканилось тут. А у нее наоборот сейчас период такой, где у нее все идет не так, как она привыкла. Она не получает желаемое, или это не все для нее очень нелегко ей дается. И тут еще основное я вам хочу сказать. Какие-то ограничения для нее это как хрустальный купол, который, вот тут роза роскошная, по идее она под куполом, да, по идее бы этот купол бы разбился, и она бы расцвела на полную. У меня такое ощущение, как будто бы вы пытаетесь разрушить эти ограничения, а она в них находится. И при этом карта самобичевания, вполне возможно, эта женщина и понимает все. Вот в чем, тут, не знаю, трагедия или нет, или ирония судьбы, в том, что она все прекрасно понимает. Она очень не глупая. Она действительно не глупая. И мало того, она всегда считала себя вас умнее вас. Вот тут 100% вот так. И она со стороны наблюдает, может быть, за вашими какими-то попытками изменить свою судьбу. И вполне возможно, у вас что-то получается, или вы на полдороги, или вы делаете шаги. А у нее вот она себя накручивает, видите, как и тут как этот молоток, который в себя гвозди забивает. Самобичевание, повторюсь, у нее вот это вот все проходит, это все картинка перед глазами, она думает, что она теряет какие-то шансы, она не использует какие-то шансы. Вот тут такое вот. Тут самое главное, чему она завидует, скорее всего, тому, что вы сейчас, по ее мнению, где-то, наверное, чувствуете себя более уверенно, чем она на данном этапе. Вы, может быть, идете к своим каким-то целям или мечтаете о чем-то и делаете шажочки в сторону этой своей мечты. У нее то ли это все не получается, то ли какой-то вообще такой период непонятный. Вот. Башня, я не буду тут это считывать как разрушение. Эта карта мне башни, она скорее тут как наоборот, будто бы вы устойчиво идете к тому, чтобы выйти из этих ограничений. Трудности, что ваши, вы, что. Ну тут смотрите, тут в вашей жизни сейчас происходят кардинальные изменения, но это вам трудно тоже дается. Карта горы, ваша карта, трудно. Плюс карта глаз, за вами наблюдают, анализируют. Вполне возможно, она за этим всем наблюдает, как вы проходите эти трудности.
Тут ваш характер формируется, да, как закаляется. При этом у кого-то вообще такой нюанс, вы сейчас вот после вот этих трудностей, которые вы проходите, вам дается возможность наверстать упущенное, девочки, сейчас дастся этот момент. Вы идете этими мелкими шажочками. Тут карта сад, социум, в социуме может быть реализовать свой потенциал. У кого-то та самая мечта, раскрыть там, у кого-то раскрутить свое дело, опять свой талант раскрыть. Это карма, это вы сейчас закроете, вот, ну, урок какой-то вы проходите, вот вас долго не пускали, не давали вам эти возможности, вас как будто бы попридержали. Для чего? Для того, что, может быть, вы до конца созрели, вы в полной мере ощутили, для себя осознали, что вам нужно, что для вас ценно, истинно ценно. Вот тут такое прям. А она за этим всем со стороны наблюдает, ей очень интересно, как вы это все проходите, вот, и интересны эти изменения. Она вот понимает, как вы меняетесь. Где-то она может даже анализирует, ей кажется, что вот из того ребенка, которым вы были, где-то может быть даже наивным, может ей кажется инфантильным, может быть у вас там были люди, которые, ну, знаете, могли вам помогать, да, вот ей кажется, а вы сейчас очень изменились, тут превратились в такую какую-то, по ее мнению, сильную женщину. Так, каким методом пытается нанести тебе вред? Конкретные сплетни, обесценивание, ложные слухи. Так, токсично, ну вот, смотрите, токсично с какими-то женщинами, женский коллектив. Сама по себе может какие-то токсичные замечания, колкости, гадости говорить. Это из-за спиной, видите, кинжал, это о том, что вы делитесь с ней там своими какими-то, ну, не знаю, новостями делитесь, да. А она вроде, да, может там сочувствовать, может даже что-то там пытаться вам советы какие-то давать, типа а-ля полезные. На самом деле за спиной держит кинжал. И карта ловушка. Вся ваша информация, которую вы можете ей рассказывать, да, потом, ну, перекручивается, интерпретируется как-то, поддается под соусом, да, своим каким-то. Или опять-таки добавляется туда какие-то замечания едкие, колкие. Ну тут вот так вот. Ну, это больше общение с каким-то женским коллективом. Может быть, даже с вашими там какими-то знакомыми, подружками, женщинами. Вот это вот. Ну, вот такой почему-то она так. При этом карта сердца, рука помощи, это о чем? Ну, скорее всего, при этом она это все камуфлирует заботой о вас. Карта сердца вот тут может рассказывать, как она по вам соскучилась, как она дорожит вашим общением, дружбой, может быть, руку помощи, сама вам пытаться протянуть. Но это все как-то так странно, очень странно. Так, это она. У нее проблемы с ее мужчиной, кстати. Тут карта лед с ее мужчиной. Ну, вот тут как отчасти человек несчастлив в личной жизни, поэтому не знаю, как на весь мир может зла. Вот она пытается вам руку помощи типа протянуть, но при этом человек хотел бы вас, вот этот, мы же смотрим кукла Вуду, да, а тут вот она хотела бы дергать вас за ниточки, и ей было бы приятно, дабы вы были вот этой куколкой, ну, марионеткой, да, вот. Что она там придумала свои какие-то игры, ну а вы всего лишь являетесь вот как ведомой. Ну, ей хотелось бы это почувствовать. При этом же вы будете типа должны за то, что она вам эту руку помощи протянула. Ну, как-то так. Тут я понимаю, ей очень неприятно ощущать, допустим, если вы выросли за это время, и перестали, может быть, даже где-то нуждаться в ее так называемой поддержке, советах, если это было раньше. Да, если вы, ну, живете своей жизнью, у вас свои планы, мечты, то ее может подбешивать вот это вот ваше нежелание делиться опять такой какой-то информацией. Или тут то, что вы становитесь сильнее, самостоятельнее, ее это выбивает из колеи, ей это неприятно. Очень неприятно. Ну, вот так как-то.
Ну, самое главное, я вам сказала, токсичные какие-то тут общения, разговоры, обсуждения вас какими-то женщинами. При этом, опять-таки, может пообсуждать и тут же вам перезвонить и предложить типа помощь. Так, как эта атака проявляется в твоей жизни? Необъяснимая усталость, проблемы, сомнения в тебе. Дьявол, финансы, зависимость, неравенство, мстительность. Усталость, проблемы, сомнения в себе. Ну, сомнения в себе, она может вас, вот тут вот карта зависимость и неравенство, она может вам, и тут через финансы, кстати, дьявол. Ладно, давайте так, это может как проявляться. Вы вот пообщались с ней, да, и потом у вас через какое-то время, может быть даже сразу, у вас появляется такое, знаете, как, ну да, неуверенность в себе. Может, думаете, я, там какая-то мечта у вас или цель, там, заработать денег, да, финансовая, стать несвободной. А тут финансы и зависимость. Может быть, вы думаете, я не потяну, я не смогу, там, действительно, это для меня высокая планочка, там, да, поменять, там, род деятельности, рискнуть, что-то новое начать. Она может вас какие-то такие состояния погружать, карта неравенства, при этом она может подчеркивать, что у нее это получается, у нее там что-то получается, но каким это путем, как это все достигается, может, знаете, вам с одной стороны говорить да, как да, делай, давай, молодец, с другой стороны тут же рассказывать, тут даже не то, что рассказывать, а преувеличивать какие-то негативные моменты, побочка, чуть ли не страхи какие-то, риски, да, преувеличивать. Ну, тем самым, с одной стороны, она вроде бы напрямую говорит, да, давай, делай что-то, меняй в своей жизни, молодец. А с другой стороны, может тут рассказывать там о каких-то, ну, не знаю, о людях, которые там попали через, допустим, кредиты неимоверные в какие-то долговые ямы, о каких-то, ну, не знаю, финансовых провалах. Вот это вот все она может так муссировать, преувеличивать. При этом может, если вы, допустим, тут желаете изменить свою жизнь, как бы там ни было, связав свою жизнь с каким-то мужчиной, или наоборот, разорвав свою жизнь, ну, уйдя от какого-то мужчины, она тоже может свои 5 копеек добавить, да, допустим, и с одной стороны, вроде бы да, там вас поддержать, а с другой стороны тут же рассказать там, да ты сама тяжело одной женщине, да, еще что-нибудь. Или наоборот, там, сказать, ты заслуживаешь намного лучшего, там, еще чего-нибудь. Ну, вы понимаете, тут как-то так, вот какие-то двойные такие посылы, причем сразу это по дьяволу. Тут это по дьяволу тут и финансы, это как вот породить в вас неуверенность в себе. При этом это настолько как-то так, даже вам непонятно это. Нет такого, знаете, что вы пообщались с этой женщиной, и у вас сразу энергия, там, желание творить или ощущение, да, я правильной дорогой иду. Не-не-не. Скорее всего, вы даже понимаете, что-то не то, что она как-то не совсем она искренне. Ну вот такое вот. Тут вот сомнения в себе она порождает, опять преувеличение всех каких-то страхов у вас. И тут карта мстительность, и стены имеют уши. Проблемы, даже не знаю сейчас. Стены имеют ушки. Так, о чем это? Еще такой нюанс, знаете, как это может проявляться в вашей жизни. Вы можете потом через время общаться с какими-то общими друзьями, знакомыми или вообще незнакомыми. И оказывается, что вы можете узнавать, что, допустим, ваша фраза какая-то вырванная из контекста, она вложена в чьи-то ушки, и вам там случайно, может, кто-то проговорился о том, что вот ты ж такое говорила там, или ага, мне за тебя там она рассказывала. Вот тут как будто бы абсолютно какие-то люди, которые
вы не рассчитывали на их ушки, да, а они это услышали, какие-то ваши фразы. При этом это, повторюсь, это не дословно будет, это правда будет исковеркано, вырвано из контекста. И тут вы можете для себя осознавать, что ого, тут карта мстительности, вот эти ушки, это скорее всего вы будете считывать, да, наверное, зря я с ней вообще разговаривала. Нифига себе, типа, получается, с ней вообще нельзя ничем делиться. Лучше вообще с этой женщиной, ну правда, ушки на макушке держать. Как-то так. Повторюсь, ваша информация может быть против вас использована, да? Так, давайте посмотрим. Щит. Твоя главная защита. Как обезвредить действие этого человека, да, и вернуть себе силу. Так, на прямых. Карта зеркала, якорь. Ну, первое, что мне в голову приходит, вы разные, вы должны для себя четко понимать, что нельзя воспринимать этого человека как свою вторую половинку. То есть вас очень много действительно может связывать. Вы можете там в юности дружить, вы можете ее прям ощущать как своей сестрой. Вот даже так. Вот что-то вас может действительно так соединять. Какие-то, может быть, прожиты вместе действительно какие-то такие времена, яркие моменты, может быть, помощь действительно она вам оказывала, вы ей. И эти моменты вас сблизили, но при этом вы разные. Тут как будто бы вот самая главная проблема ваша, это перестать эту женщину воспринимать вот как вашу родную душу, как вашу там близкого человека. Это очень важно, как разъединить. Вот видите, как вглядываешься сам в себя, как в зеркало. Вот самое главное, вот не нужно вот так вот ассоциировать этого человека как со своей половинкой, как будто бы это родной человек. Нет, тут нужно это разъединить, вот как поставить такую заслоночку, четко понимать, вы это вы, а она это совершенно другой человек, который, может быть, даже пользуется вот этими воспоминаниями, да, сформированным каким-то уже образом, манипулирует прекрасно вами, ну да, говорят, тут нужно от этого избавляться, потому что от этого только вот эта карта, как по карте повешенной, и, ну, она сродни, это утопленник, ну, это вы затягиваете сами себя в эту, как в пропасть, считая, что этот человек для вас близкий, родной. Опять-таки, вы все-таки надеетесь на то, что там, может, вспоминаете все хорошее, там, не знаю, надеетесь, что, может быть, там изменится формат отношений или вновь там, как будто бы такое ощущение, как будто мозгами вы многое понимаете, но все равно вот сердцем тянетесь. И все равно даете шансы, и, может быть, там долго не видитесь, а потом и понимаете, что сильно, наверное, не хочу видеться, а потом как сердце какое-то вот у вас, вот прям тянете сердцем, и опять то ли встречаетесь или общаетесь, а потом пообщаетесь, и вы понимаете, опять я как обманулась в своих ожиданиях, как свинью подложили, какой-то осадочек на душе. Так вот, ваша главная защита — это вот сразу себя разъединить даже мысленно, да, не воспринимать этого человека как свою вот родную душу, как вот близкую подругу. Нет, вы уже разные, абсолютно, очень разные, уже это в прошлом все осталось. При этом говорят о вашей мудрости, то есть информацию собирайте, анализируйте, доверяйте больше, к сожалению, не сердцу, не этим порывам, не зову, как сердца и памяти, да, не ассоциируйте этого человека в вашей памяти, как в того, который был там в юности, может быть, там, если это ваша подружка там из юности, допустим, да, или там детство вообще. А понимаете, прекрасно принимайте то, что это уже взрослый человек, и он очень изменился. Вы изменились, она изменилась. Опять-таки, тут карта ключ и карта луна. Я это могу прочитать так. Просто допустите для себя, что эта женщина, она может принести вам вред. Как минимум, она очень много утаивает. По луне, в принципе, довольно-таки мутная. Довольно-таки, может быть, у нее сейчас тяжелый период, и в связи с этим вот, у нее вот так вот она справляется с этим периодом. Ей проще, может быть, найти, не знаю даже, как это сказать,
ну, ей бы хотелось бы, да, получается, ей хотелось бы увидеть ваши какие-то неудачи, ей хотелось бы за счет этого самоутвердиться. К сожалению, да, вот так вот. Поэтому я бы вам советовала, тут защита — это ваша мудрость, это вы идете своим путем, своей дорогой, особо не делитесь какими-то тут планами, мечтами. Можете по факту уже, если это уже у вас случилось, все сложилось, поделиться, и то я не вижу в этом смысла особо. Вообще, как будто бы для себя осознать, что лучше держаться подальше. Ну а как вернуть силу? Тут для начала признать, что вы разные. Это вообще не тот человек, которого вы, может, знали раньше. Даже не то, что знали, она по-другому в прошлом проявлялась, и она была другой. Знаете, когда у меня такое ощущение, как у человека долгое время, допустим, все получалось, как она хотела, планировала, у нее там было, складывалось, но она действительно, может, прикладывала к этому усилию, но вот так вот она шла, получала, что хотела, и все было по ее, в принципе. А тут сейчас какой-то период, где она не может полностью как будто бы управлять своей судьбой, она не может это контролировать, и идет сейчас не по ее как-то вот сценарию все, и у нее как выбивают почву из-под ног, а она привыкла, чтобы было по-другому. Поэтому у нее может быть даже какое-то как снисходительное было отношение к вам, к вашим каким-то достижениям. Тут я вот это вот считываю. А сейчас оно все поменялось. И очень наивно с вашей стороны надеяться, что этот человек там поддержит искренне вас, за вас порадуется. Нет. Ей хотелось бы вновь почувствовать себя вот так вот, знаете, царицей. Ну, а вы как-то там на задних планах. Ну вот даже как-то так, девочки. И совет психолога: попытка сломать чужую волю — это признание собственной слабости и бессилия. Ну, то есть то, о чем я говорю. Сейчас она чувствует себя слабой и бессильной свою судьбу как-то взять в руки, управлять собственной судьбой. И психологически вот эти даже сплетни работают против вас только в том случае, если вы даете им эмоциональный доступ к своей душе. И мой совет: станьте для них прозрачной. Когда шепот не встречает сопротивления, он просто пролетает мимо, возвращаясь к автору двойным ударом. Вот, теперь вы знаете правду, как противостоять этому. Не обращайте внимания, живите своей жизнью. Да, делайте еще ярче ее, наполненнее. Это самый лучший ответ будет недоброжелателю. Все, мои хорошие. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.